А это что еще? Очень интересно. Чьё-то жилище, надо же. Это кто тут может жить? Муцеры, приветствую, с вами сэр Холмс, я продолжаю прохождение Morrowind, Tamriel Rebuild, нахожусь, собственно, на землях Tamriel Rebuild, континентальная часть Morrowind, в регионе долин Мифалан, или Мифаланских впадин, как я придумал еще их называть. В этом районе именно их я еще не был, он довольно скрыт, между горами оказался. Вот, вы знаете, моя особенность в том, чтобы искать сначала, так сказать, легитимные пути. Самбу. Мне кажется, я тут надолго застряну. Между городами, да, то есть как дорожная сеть организована и так далее, изучать. Вот, а сюда я попал уже через такие горные тропки, половину через пересеченную местность. Вот, а местность вокруг Акаморы, она как раз характерна тем, что повсюду горы и вот этих, ну, легитимные пути, они, по сути, не так уж много нам позволяют чего исследовать. Так. Понятно. Вот, и теперь у меня как раз пришла пора исследовать дикую местность, так сказать, после исследования всего легитимного. Вот, да, и тут я столкнулся со своей еще одной условностью, с тем, что подобные подземные, подводные, то есть проходы я исследую, скинув снаряжение. Вот, и поэтому не хочу туда лезть раньше времени. Понятно. Как темно тут, черт возьми. Я не буду сильно тут выеживаться. Не думаю, что с этими дридрея можно было бы найти общий язык. Типа в паутине, да? Да. И, в общем, проще мочить их сразу. Так, сюда я не пролезу. Но вот интересно, что там у этого парня. Давай попробуем телекинез. Я дотянусь до контейнера? Нет? Нет. Ладно. Блин, а ведь у него может быть что-то ценное. О. Этого я не должен был видеть. Никак не пролезть. Ну, вероятно, это паутина, она еще и помимо всего. Какие интересные круги. Довольно обширный комплекс, да? Паутина, наверное, непроходимая это. Жалко, что это не Skyrim, в котором можно выжигать паутину. Ладно. Черт с ним. Не думаю, что туда можно пролезть. И даже если можно, что у него что-то ценное там. Хотя все еще неспокойно остаюсь. Обычно у скелетов таких простых действительно ничего ценного, но бывает, что... Наоборот. Сколько здесь трупов, это жесть. Вампирский череп. Дридрея победили вампира, да? Кто сильней? Теперь мы знаем. Короче, вполне разработчики могли именно в того скелета положить что-то ценное. Но я думаю, я еще вернусь, может, еще что-то придумаю. Может быть, еще телекинез попробовать. Вот что это такое за круги.
Типа водичка, но выглядит так себе. Видали мы и получше водопады в Tamriel Rebuild. Да, я, кстати, тут немного починил свой лук. Можно еще попробовать его починить немного. О, ужас какой. И перезарядил копье. Да, я хотел сварить зелье из корней хамума, плюс зелье восстановления маны. Вот. Ну, огонь. Классный баф. Так, у меня 100 маны. Максимум. А, вот это зелье. Так, а что еще могу покачать? А, можно это попробовать. Что-то увижу кого-то? Никого не вижу. Оно 50-150 футов. Уже поздно. А, да, проход был. Наверное, имеет смысл в него сначала сходить. Вау. А, ну я вылез сверху. Ага. Так, ладно. Это просто подъем, значит, на скалы. И тут в скалах опять же дальше горная тропа. Но мне все еще хочется вернуться к тому скелету теперь. И... Блин, а классно сделали, а? Слушайте, это, знаете... Для меня было довольно-таки большим откровением то, что близ Акаморы водятся пауки доэдрические, да, Дридрея. Вот, я их не встречал перед тем, как взять этот квест ни разу на помощь с тем, чтобы с ними разделаться. Вот, а оказывается, тут, блин, целый доэдрический комплекс есть рядом с Акаморой, такой сокрытый, в котором эти ребята водятся. А это что тут у нас? О, видите, что? Так, свиток паутины мифалы. Высосать ловкость, скорость и отяжелить цель. Давай возьмем, конечно. Потом быть питье вором. Знаете, я возьму, наверное. Возможно, почитаю. Раз это здесь лежит, оно неспроста положено. Я думаю. Надо же, как сокрыто. А как я так пропустил это? Вот, короче, действительно... Даэдро-поклонники, сами Даэдро и конкретно Дридре, это, похоже, постоянная проблема Акаморы. Вот, ладно, сейчас я подумаю, что можно еще сделать. Или можно ли вообще. И вернусь. Ну, в общем, не придумал я, как к этому трупу добраться. Возможно, это невозможно. Возможно, это невозможно. Телекинез, похоже, действительно не работает на контейнере, только на предметы, лежащие непосредственно на земле, так сказать. Да, и вот осталось мне сплавать только сюда, а тут ничего интересного такого, кроме этих жемчужин, и нет, как оказалось. Вот, действительно, у меня есть подозрение, что эта пещера, она ведет к тем доэдрическим руинам, которые мы с вами видели вот в предыдущем эпизоде. Если так, то очень неплохо ее заныкали. Доэдрические руины, да? Дайте прям такой проход. Туннель к ним ведет, наполненный пауками. Прям, знаете, ассоциация с... классическим толкиновским фэнтези с Властелином колец, с логовом Шеллоп.
через которая проходит тайный туннель в Мордор. Ну что ж, ладно, посмотрим, как выглядит местный Мордор. Тут бочка с факелами так заботливо поставлена. Собственно, вот отсюда открываются вот эти вот... вот это, кстати, да, на кафе, в который я тоже хочу сходить. Вот открываются равнина, которую я открыл для себя. Вот так внезапно, приятно. В нее обязательно вернусь. Вот, но сначала, раз уж я... даже развилка есть. Чье-то жилище, надо же. Это кто тут может жить? Я могу отсюда к нему прийти? Как бы могу, но это непросто. Вообще похоже на жилище отшельника. Тихо, 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 тихо. Не хочется мне лишний раз пользоваться левитацией, как вы знаете. Это слишком просто. Ну и... раз такое дело, я, пожалуй, таки вернусь сначала вот сюда. Потому что там явно куда-то вдаль уходит путь. Смотрите-ка, сюда можно. Правда, далеко отсюда не уйдешь. Вот, там явно много чего исследовать. Возможно, здесь меньше. Да, действительно, я как-то в предыдущем, кажется, или в предыдущем эпизоде поднимал тему, что напоминает это мне более прямолинейные игры, в которых, ну, тоже, скажем, фэнтезийные или там, знаете, в сеттинге средневековья, в которых просто проходишь уровень, двигаясь напрямик, да, через какую-то карту определенную. И изредка встречаются ответвления куда-то. Вот. Ага, да, слушайте. Опять эти додрические руины. Вот, и дизайн этой местности, Мифаланских долин, мне напоминает вот такие игры, что... ходишь вот по каким-то проходам в ущельях узким, которые могут вести только к какой-то одной точке интереса, особо у тебя выбора нет, куда пойти. Вот, и плюс разработчикам мода в том, что еще они действительно вознаграждают игрока за то, что он вот находит эти ответвления и исследует их, и у них действительно что-то есть интересное. Угу. Вот, несмотря на открытость мира даже. Это такой левел-дизайн в левел-дизайне, я бы сказал. Так. Я, конечно же, заинтересован... Черт! Здрасте, я про тебя забыл. Ой, как неосмотрительно. Как непрофессионально. Черт. И такой остался еще без стрел, потому что забыл их экипировать. А вообще я к тому, что я заинтересован в том, чтобы уничтожить как можно больше дридрея. Еще на подходах к электрическим руинам. Я ж туда... собираюсь наведаться, по-любому. Я помню, еще здесь была паучиха одна. Но она так спряталась, что ее трудно. Окей, я вижу спуск такой.
ползет ко мне. Но сможет ли доползти? Вот в чем вопрос. Ну, типа, обратного пути нет без всяких, опять же, левитаций. Либо заклинаний прыжков. Музыка такая боевая аж заиграла. Типа, серьезный противник, да, эти дридре? А, вон. Ну все, нет. Там она застряла надолго. Ладно. Попробую еще эту подстрелить. Осторожно надо, сейчас не навернуться бы. А то, вы знаете, это даже стыдно как-то, когда ты... Не, она прячется, по-моему, в воде вообще. Стыдно, когда ты почти 50-уровневый, блин, манчкин-органианин. Но при этом ты страдаешь от неуклюжести игрока самого, который не может, блин, даже перемещаться по пространству нормально и падает там. Или не замечает вовремя Силстрайдера. Ой, Силстрайдера. Клиффрейсера, простите. Так, в общем, да, я понял, что там можно спуститься, но сначала я бы хотел тут еще поразведывать, ну, типа... Камон, кто захочет лезть в доэдрические руины? В здравом смысле. Не разведав прилегающую территорию сначала. Так, окей, это я уже севернее куда-то переместился. Угу. Вот это, кстати, похоже на еще один проход, возможно, более легитимный. А вот тут признаки того, что доэдрические руины рядом. Элементы архитектуры, собственно, самих руин. Да, действительно. Спускается вниз. Мне еще нравится здесь флора. Что растут такие неприхотливые растения, судя по их виду, по большей части. А, черт. Вот вас еще тут не хватает. Да, ядра будто мало нам тут. Слушайте, а я неплохой акробат стал. Акробат застрял. Так, ладно, я понял. Тут можно тоже куда-то уйти, но типа здесь... А, ну вот же. Угу. Так, а это что у нас тут, значит? Место, где пасся Алит просто? Или еще одно место, с которого можно пообстреливать местных даэдра? Угу, да, действительно. Сейчас попробуем. Да не, она там, по-моему, в водичке. Вот, это все, конечно, здорово. А, во, кстати, это Мефала, да? Я опять путаюсь. Это все, конечно, здорово, но я хочу сначала теперь вернуться опять назад. Мне все еще не дает покоя то жилище. Я понял, что этот проход точно ведет к доэдрическим руинам. Вот, возможно, я смогу какие-то сведения получить о них сначала. Окей, я попробую сначала вот сюда пролезть все-таки, причем легитимным способом. Это непросто, знаете ли.
Вообще не просто. Ладно, не буду мучить себя и вас, полечу. А, ну да, тут особо-то и все равно не допрыгнул бы я. Так, мне теперь хочется оценить эту местность уже. Ну, тоже, по сути, какие-то дикие края, да? Угу, это уже поля Хилнима. Лагерь какой-то. Местность тоже весьма-таки дикая. Конечно. Какие бандиты. Винище давай хоть сюда свое. Какие-то дикие кочевники, да, типа? Да, богатство у них, конечно, скромное. И тут даже нет места, чтобы поспать, к сожалению. Ладно, поля Хилнима это, конечно, замечательно, но у меня пока не было в планах их обследовать, исследовать, изучать. По-моему, ой. Ну, вы знаете, пора мне обзавестись с душой Гуара. Я смог? Нет. Ладно. Здрасте. Как вам тут живется? В опасной близости от доидических скрытых руин? Тут вообще живется кому-то, простите? Яга. Окей, рисом соленым мы обеспечены, да? А Баратмук Гробоград. Прелестно, орк. А неплохо живется, аж печеньки есть у вас. Здравствуй. А меня зовут Баратмук Гробоград. Я очень люблю вид, открывающийся с утеса. А также я люблю анекдоты. Ты когда-нибудь слышал анекдот про орка и хаджита? Жалко, что нельзя расспросить побольше про этот анекдот. Можно расспросить о орках только что. Они нас называют варварами, потому что мы храбрые на войне и смеемся над трудностями. Но мы заслужили право на гражданство в Империи, служа в легионах. И мы такие же цивилизованные, как любая раса. Мы делаем лучшее оружие и броню в мире. Ну, с этим можно поспорить.
А наши воины самые храбрые и самые жесткие во всем Тамриэле. Ну, тут норды бы с вами поспорили тоже. Так. Ладно, что расскажешь-то вообще? Мне кажется, я тут один живу. А остальные боятся пауков. Ха! Если бы эти маленькие штучки могли навредить вообще оркам. Монах. Ну да, похоже. Вот. Ну и знаете, опять чувствуется малая проработанность этих земель. Если бы эту территорию делали сейчас, с этой орочьей хижиной, они бы по-любому сюда запихнули квест какой-то у этого орка. Ну, вообще не, он тут довольно безопасно обосновался. Его как бы огораживает скала от возможных пришельцев из Эдрических руин. Но с другой стороны, паучихам, по идее, это вообще не проблема. Они могут по горизонтальным, ну, по вертикальным, то есть скалам перемещаться. Типа вот здесь вот пролезли и все к нему. Ой, 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 это было неловко. Очень неловко. Вот, ладно. В общем, ничего толкового мне не рассказал этот орк про Эдрические руины. Вот, я думаю, что... Черт. По мосту я, пожалуй, все-таки потом пойду. Сначала тогда уж исследую здесь, а мост у меня впечатление такое, что приведет меня скорее к каким-то новым просто территориям. Вот. Ну что ж, вот проход. Можно было не останавливать запись. Вот тут рядышком. Вот у меня вообще в планах в данный кафе еще заглянуть, пока я здесь. То есть сюда. Ну, сначала, да, наверное, исследую, вот куда ведет этот проход, он куда-то на запад. Потом данный кафе, и, возможно, я еще погуляю вот по этой территории. Там я, насколько помню, что-то вроде... Ух ты, смотрите, там пещера. Насколько помню, там... А это что еще? Очень интересно. Там равнины, короче. Так, подождите. Вот у меня такое ощущение, что вот эта пещера, которая там едва различима, она приведет меня вниз, вот сюда, на эти территории. А вот что тогда здесь? Сюда легитимно не попасть. По крайней мере, отсюда. Без левитации. Может быть, как-то возможно обойти? Может быть, здесь, если попрыгать немного по скалам, что-то откроется мне.
Возможно, мне откроются опять поля Хилнима только, но... Посмотрим, увидим, узнаем. Там какая-то статуя тоже. А я тут бывал, смотрите. По этой дороге я ходил. Когда искал проход в Акамору, да. Здорово. Ну тогда эта статуя не привлекла моего внимания. Ну, привлекла, но я ничего не нашел там тогда, потому что ну, действительно она через целую горную гряду от вот этого вот. Представляете, я вот шел по ту сторону этих гор, вообще не представлял, что здесь может быть вот такое. Слушайте, а это неужто тут кого-то дружелюбного можно встретить? Ого. Еще здесь пещера. Так. Темнота, конечно, мне осложняет задачу исследования местности. Это туннель. По-муни, туннель по-муни. Больше паучих, да? Может быть, что-нибудь... Ну, это все на местность не хотелось бы. Можно этот свиток использовать как раз таки. Хотя он тоже на местность действует. Этот подходит к моим стрелам, но, блин. Электрическим. Он на касание действует. Ничего интересного. Касание. Все-таки у меня ничего интересного из магии на дальней атаки нет. Вот, возможно, пора что-нибудь такое изучить. В конце-то концов, сколько можно. Вот это, конечно, классно, но, блин, сложно. А, потому что оно школа разрушения. Ладно. А, вот же у меня что есть. Читерные заклинания всякие. Слушайте, да, вот. Дай-ка попробую. Вот это жесткая штука. Они по-любому не любят огонь. Да, это непросто. Да, все-таки. Стрелы куда эффективней. Ну, можно вот пытаться таким образом вычленять противников.
ману восстановить бы мне. А что, у меня больше нет зелья восстановления маны? Окей, не вопрос, скрафтим сейчас. Вот, фаерболами вычленять противников из менее удобных мест можно. Вот что. Так, что там я? Соли пустоты, соли. Блин. Окей, попытки не увенчались успехом. О, это толстая Дридрея, смотрите. Так, я цел, ничего не откусили мне. Так, выносливость на месте. Удача. Вся на месте. Я хоть поймал ее? Блин. А что? Не хватило радиуса заклинания? Эх, чтоб тебя... Вообще неприятно это. Противники в ближнем бою тоже. Не такие, наверное, неприятные, как, скажем, эти боунволкеры. Нежить, которые зомби. Но все еще. Так, вы знаете, я думаю, что этот туннель меня приведет вниз туда. Поэтому я сейчас сначала хочу сбегать сюда. Главный вопрос, кто живет вон там, который не дает мне покоя. А, тут тоже проход, смотрите. И тут туннель. Одни тоннели. Так, горы Акаморы все изрыты тоннелями, черт возьми. Вы знаете, мне кажется, этот город в опасности. Вот это горная тропа, всем горным тропам тропа. Я только лишь могу сожалеть, что сейчас туманные какие-то рассветные часы. На неясный день. Какие пейзажи бы открылись. Но, может быть, когда я буду возвращаться отсюда. Ночи. Мифала же, да? Я так с вами выучу всех до ядра постепенно, спасибо. Ладно. Возможно, это хорошее место для ночлега, для привала, потому что эти тоннели, там я явно не найду себе покоя. Это тем более самая высшая точка. Тут, похоже, такой можно добраться легитимно. Давайте, пожалуй, на этом закруглимся на сегодня. Вот, уже в следующих эпизодах отправлюсь изучать все эти тоннели.
этот театрический комплекс. Вот, да, пока что вам спасибо за лайки, подписки, просмотры, внимание и все такое. С вами был Сэр Холмс, Morrowind Tamriel Rebuild, на окрестности Акаморы. Всем пока-пока.